Всем привет! Меня зовут Роман, и это канал Человек Мыслящий. И это мой проект Social Philosophy, который я буду развивать. Я хотел начать свою деятельность на YouTube в блогинге не с такого видео, но я не могу молчать. Я не могу уже сдерживаться. Вчера мне попался очередной фантастический персонаж, но которого я увидел впервые. Это блогер из Беларуси. К Беларуси и к белорусам конкретно я ничего не имею. Я знал даже нескольких белорусов, когда жил в Варшаве, в Польше. И это очень такие культурные, образованные, добрые, интеллигентные люди. И я читал много переписок в чатах с белорусами, когда происходили оппозиционные митинги после так называемых выборов. И я видел, что происходило в Беларуси, как их крепили, как силовики были натравлены на мирные митинги, как пацанов ломали, как скручивали простых мирных жителей, которые просто выходили выразить свою точку зрения, свое несогласие с тем, как обстояли дела на тот момент. И тогда это меня все очень шокировало, потому что я думал, что в Беларуси есть как бы свобода, такая как в Украине, знаете. И я был в шоке, что мирные митинги, абсолютно мирные, абсолютно без агрессии, без нападений. То есть люди просто шли, выражая тем, что они протестуют, они не хотят таких результатов. И это огромное количество людей. И это молодежь. Это там 18-30, 35, 40 лет. Это молодые люди. И то, что там происходило, это просто полная жесть. Просто полная жесть. Кто не в курсе, полистайте, посмотрите. Последние выборы в Беларуси. Нет, не последние. Получается, предпоследние, что ли. Ну да, предпоследний. Что я потом узнал о том, что происходило от одного пацана, с которым я познакомился в Варшаве, что пацанов крутили, ломали, забивали в участках просто из-за того, что они выражали какую-то оппозиционную точку зрения. За вывешенные трусы даже на балконе бело-красного цвета, да, это цвет белорусского флага, который использовала оппозиция. Не зелено-красный, который Лукашенко как бы использует, навязал. В общем, посмотрите. В интернете есть вся информация. Даже за это людям выбивали двери, арестовывали, увозили в участки. Обвиняли как коллаборантов. Понимаете, коллаборация, как бы, это пособничество в уничтожении как бы норм, законов, правил, подрыв конституционных как бы устоев в коллаборации с оккупантами. В общем, как бы измена родине, по сути, шьют как бы измену родине тем, что человек просто выражает свою мысль.
свою идею, да, или просто повесил красно-белые трусы на балкон. Он вообще не думал об этом даже, то есть для него это просто, ну, обычная вещь, там, полотенце белое с красным, то есть, ну, вплоть до такого абсурда. Это абсурд для нормального здорового человека, это абсурд. Для силовиков в Беларуси это причина тебе выбить двери, вывести тебя насильно в участок, зажать твои пальцы между дверью и луткой, сломать их, бить тебя дубинкой и пытаться даже насиловать тебя этой дубинкой. Понимаете? Не то, что пытаться, людей насиловали, пацанов насиловали, яйца отбивали дубинкой резиновой. По ногам, по ругам, по яйцам. Вы понимаете, что это такое? То есть это воздействие не только на него лично, а это еще и воздействие как бы на массу, на массы, чтобы он потом пошел, естественно, все, ну, узнают его близкие, что с ним произошло, он расскажет. И это устрашающие такие воздействия, которые должны как бы действовать устрашающе на других. Понимаете? Это ни в какие рамки прав, свобод не входит. Это, ну, это не влазит. Это натянутое, притянутое. Вот это вот, типа, у нас хорошо, типа, вот мы такие. В общем, я что хочу сказать. Есть большое количество белорусов. Огромное количество. Их большая часть, судя по тому, что я узнал лично, судя по тому, что я посмотрел в телеграм-каналах, почитал, как люди выражают свое мнение, какое количество этих людей, какие истории рассказывают. В интернете много историй. Судя по тому, как крепят людей, судя по тому, как на людей наезжают силовики, судя по тому, как людей травят, судя по тому, как людям не дают выражать свою мысль, судя по тому, насколько закрыто в этом плане новостное все, судя по тому, что как к людям приходят, как их арестовывают, как их насилуют, как над ними издеваются, есть большой испуг от власти о том, что этих людей много, если они объединятся, они свергнут нас как власть. Если они нас свергнут как власть, они нас будут судить. Они с нами будут разбираться, потому что им не понравилось все то, что с ними происходило до этого. И они захотят с этим разобраться. И они очень этого боятся. И та же самая история и в России с Путиным и с его компанией. С Путиным и со всей его кремлевской компанией. Со всей Госдумой, со всем Домом правительства, которые подписались, которые в одном чане с кровью умыли свои руки и умыли свое лицо, и потом зачерпнули еще этими же руками эту же кровь и выпили ее. Кровь всех убитых стариков, бабушек, дедушек чьих-то, убитых женщин, убитых мужчин, чьих-то мужей, чьих-то жен, чьих-то сестер, чьих-то дочерей, чьих-то матерей, убитых детей, а также тех, кто вывезен насильно из России против их воли, против согласия и воли их родителей. Это мерзость абсолютная. Это абсолютный абсурд. Полный. Это полное падение нравов. И при этом существуют такие люди,
которые рассказывают, как все хорошо у них в Беларуси и в России, и как все плохо в Украине и в подобных странах, которые недавно примкнули к Евросоюзу, куда и стремится украинское сообщество, украинское правительство, Украина в целом, как страна, как государство. Как плохо в Евросоюзе живется людям, европейцам, да? Какой там низкий порог финансовый, моральный и так далее. И сложно говорить без эмоций, я с трудом просто подбираю слова, чтобы не говорить матом. Но мат, скорее всего, что в этом видео будет, и поэтому, если ваши дети где-то находятся рядом, то имейте в виду, это первое, что я могу заматериться, я могу не сдержаться, потому что у меня закипает. Меня вчера так бомбило, когда мне попался этот ролик. Я не хотел начинать свой канал с подобных роликов, но я чувствую, что как оно идет, так оно и должно быть, и пускай оно будет как есть, пускай проявляется как есть, и я дам просто как бы зеленый свет уже своим чувствам. Мне вот нужно дела делать сейчас. Я тут собирал канал, в общем, до конца, чтобы запустить это все, чтобы снять это видео. Сейчас нет микрофона. Да, я извиняюсь, что такой звук. Если звук плохой, вы меня извините. Я попробую сейчас кое-что сделать.